Всем привет! С вами Алла. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте свой вариант. Эта колода будет первый вариант, эта колода второй вариант. Итак, смотрим сигнификатор первого варианта. Аркан Звезда и тройка мечей. Эта женщина визуально никак не проявляется по отношению к вам. Она, наоборот, холодна, закрыта. Ну и как бы эта женщина может себя вести так, что даже не подумаешь, что в принципе ты ей вообще интересен. Такая, знаете, надменная может быть женщина в ваш адрес. Но на самом деле, смотрите, здесь очень такая манипуляторша еще там. Она специально так себя ведет. Знаете, как бы, ну, люди, конечно, все разные. Иногда очень даже удивляешься, почему так люди поступают. Но, как говорится, у всех свои мотивы. В первом варианте женщина почему-то считает, что вот если она будет холодной, недоступной, то вам так будет интереснее. Ну, не знаю, почему так. Карты так отвечают. Знаете, как есть выражение «набивать себе цену»? Ну, вот что-то вот из этого случая. Женщина может... ну, давайте я спрошу, она в принципе такая вообще или только кому-то конкретному? Не, ребята, она в принципе такая. Знаете, это не зависит от пола. Есть и мужчины такие, и женщины такие. Есть люди, которые, знаете, вот разделить их можно на два типа. Первый тип – это очень легкие, очень приятные люди, которые контактные, легкие в общении. Но таких мало, к сожалению. Это люди, которые не парятся, как они выглядят, что о них подумают. У них нет каких-то там страхов, комплексов в голове. А если есть, то по минимуму. И такие люди, они легко показывают свою симпатию. Ну, как бы они улыбаются, они флиртуют, они показывают, что ты мне нравишься, ты мне интересен. И с такими людьми, неважно, женщина ты или мужчина, с ними очень легко вступать в отношения, знакомиться, развивать отношения. Но, к сожалению, таких людей очень мало. Большинство людей, они закомплексованы. У них очень много различных психологических комплексов, ограничений, страхов. И такие люди, им почему-то кажется, что за счет низкой самооценки, им кажется, что вот если они будут холодными, надменными, высокомерными, либо там, знаете, как бы свысока смотреть и набивать себе цену, то им кажется, что вот они так будут более интересней, более важней, значимей. На самом деле это очень сложные люди, потому что с ними крайне тяжело заводить отношения. И вот женщина из первого варианта вот как раз такой типаж. Здесь про то, что вы ей нравитесь, но здесь характер. Здесь человеку крайне тяжело показывать свои эмоции, крайне тяжело показывать свои симпатии. Здесь очень много комплексов. Здесь очень большой страх отторжения. Ну, типа, а вдруг покажу, что ты мне нравишься, и ты мне сядешь на голову, или ты мне там будешь нарушать мои личные границы, либо ты там обнаглеешь как-то.
И поэтому женщина вот таким вот надменным, холодным своим видом может демонстративно вам показывать, типа, ну тебе надо, ты как бы вот тут за мной и бегай. Хотя на самом деле, как бы здесь мужчина ей нравится. Ну, показывает здесь совершенно другую картинку. Здесь самое интересное, что она внутри очень сильно переживает, на самом деле, что она не то показывает. То есть она понимает, что она неправильно себя ведет. Более того, ребят, аркан Луна, десятка мечей. Это все о том, что в ее жизни, ей в принципе, несмотря на ее красоту, ей не везет с мужчинами этой женщине. А не везет именно вот по этой причине. Человек сложный. Человек не умеет знакомиться, завязывать отношения, показывать свою симпатию, вообще как-либо проявляться. Поэтому в первом варианте, смотрите, если с вами резонирует этот общий расклад, то есть вы сами интуитивно чувствуете, что вы нравитесь этой женщине, но показывает она совершенно другую картинку, то здесь просто, знаете, как нужно понимать такой момент, что за ее вот этой вот холодной стеной на самом деле скрывается куча комплексов и страхов того, что вот как только она станет типа доступной, то вот мужчина к ней потеряет интерес. Знаете, вот если вы мужчина, у которого хорошо развито чувство юмора, если вы мужчина, который легкий, общительный, ну вот такой, знаете, вот вы не заморачиваетесь, там, как она на вас посмотрела, или как там она свысока на вас как-то зыркнула. Вот если вы не заморачиваетесь на эту тему, то здесь можно, знаете, как очень все это, вот этот роман закрутить. Потому что здесь нужно, чтобы мужчина был полной противоположностью этой женщины. Чтобы он был легкий, общительный, дружелюбный, с юмором. Чтобы он не парился так, как парится она. В первом варианте здесь отношения, которых еще нет. Это больше новые отношения. Здесь мужчина нравится. Но женщина очень сильно боится обломаться. По этой причине ведет себя как холодная, жестокая стерва. Вот я бы так это назвала. Ну, здесь очень закомплексованная женщина, на самом деле. Здесь, конечно, тяжело с ней будет. Пока ее распакуешь, расслабишь, пока она станет естественной, вот такой, какая она есть. Поэтому, ребят, вот чей это вариант, чья это женщина в реальности, да, с вами резонирует общий расклад, я вам, конечно, сочувствую. Потому что тут надо очень сильно попыхтеть, чтобы эту женщину расслабить, чисто эмоционально. Здесь есть симпатия к вам, но здесь мужчина должен быть исключительно с юмором. И такой, знаете, вот она посмотрела свысока, а вы такой дальше юморите, дальше приглашаете на свидание. То есть тут надо быть каким-то непробиваемым юмористом. Вот так здесь можно вывести на отношения. По-другому никак. Если вы такой же замороченный, как она, то тут ничего не получится в первом варианте. Тут очень сложная женщина. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, идем дальше. Какая женщина хочет проявиться во втором варианте? У нас сегодня, смотрите, все про новые отношения.
как ни странно. Обычно выпадает про бывших, там какие-то страдания, разочарования. А сегодня все про новые отношения. Новая женщина. То есть тут еще нет отношений. Здесь может быть переписка во втором варианте. Это может быть ваша новая коллега, интернет-знакомство. В принципе, знакомство, когда вы там с кем-то обменялись номером телефона, например, и начали переписываться. Ну, тут, конечно, не такая звезда, как в первом варианте. Но здесь женщина немножко такая дикая, выражусь так. Что значит дикая? Здесь, видимо, человек либо недавно после развода, либо после разрыва, причем болезненного разрыва. И во втором варианте женщина, которая, с одной стороны, очень хочет новых отношений, вот прям очень хочет, а с другой стороны, вот она как бы не может отпустить вот тот негативный багаж, который был в предыдущих отношениях. Вот как-то она там подвисла. И как это может выражаться? Вы могли замечать, что вот вы ее приглашаете на свидание, она как бы соглашается, она как бы вот идет, ну как бы вы видите, что она идет к вам. Но есть ощущение вот какого-то стопора. Знаете, как бы вот шаг вперед, 3 шага назад. Вот вроде бы женщина тянется к вам, да? Но потом такое ощущение, как будто, вот знаете, человек сомневается в чем-то, вот как-то там отказывается от свиданий, переносит свидания. То она смотрит на вас влюбленными глазами, то она смотрит на вас с холодным взглядом. И мужчине тут непонятно, вот как тебе интерпретировать. Сегодня так, через пару дней уже совсем по-другому. На самом деле здесь проблема в недоверии к мужчинам. Это вообще бич, кстати, у мужчин и у женщин, потому что многие мужчины, многие женщины, вот они говорят о том, что я после своих предыдущих отношений больше никому не верю. Ребят, ну это неправильно. Знаете, вот если кто-то когда-то вас кидал, не знаю, там по работе, например, в бизнесе, вот у кого есть бизнес, либо там вас на работе кто-то из коллег кидал, там обманывал, подсиживал и так далее. Но вы же понимаете, что это глупо мерять потом всех людей вот таким мерилом. Ну, типа, если когда-то вас кто-то кинул на деньги, то вы теперь вообще никому не верите и вообще ни с кем больше не работаете. Вы просто будете более аккуратными, правильно? То есть более внимательными. Но вы же не скажете, что больше вы никогда вообще ни с кем не свяжетесь по бизнесу. Либо там никогда больше не устроитесь в коллектив, потому что в коллективе все козлы, и вы никому больше не верите. Отношения ничем не отличаются. Точно так же, как на работе, в отношениях в коллективе, либо там с бизнес-партнерами. Если какая-то женщина вас когда-то обманула, предала, изменила и так далее, это не значит, что теперь надо закрываться вообще от всех женщин в этом мире и больше никогда никому не верить. Это очень большая ошибка. Потому что когда вы думаете о том, что вас кто-то когда-то обманул, и вы теперь больше никаким женщинам не верите, вы держите фокус внимания именно на этом. А Вселенная нам отвечает именно на наши мысли и на наше состояние. И если вы в голове держите постоянно мысль, что все женщины такие, раз такие, и они обязательно вас кинут, ну так не удивляйтесь, что вам Вселенная таких и дает, потому что вы держите фокус внимания на этом. Это же не значит, что нужно быть наивным и доверчивым.
Это значит, что нужно быть внимательным и просто смотреть, с кем вы общаетесь. Но в общем целом нужно быть открытым к новым отношениям и к новой женщине. К чему я это все сказала? К тому, что вот эта женщина, вот это ее ошибка, это ее проблема. Здесь мужчина ей нравится. То есть вот если это ваша история, то вы тут нравитесь. Но вот она переносит свои проблемы из прошлых отношений на вас. Ну, типа, а где гарантия, что не такой же, как мой там бывший? А гарантии нет. Тут надо мозги включать, надо быть просто внимательной, наблюдательной. Смотреть на человека, как он себя ведет. А не вешать на него ярлыки. Смотрите, женщина тут будет проявляться к вам. Здесь вы нравитесь, здесь человек хочет с вами отношений, хочет романтики. Здесь терпение просто надо, ребят. Здесь нужно терпение, нужно время, и здесь нужно говорить в открытую, не стесняться. Вы можете в лоб говорить, там, например, Оля. Оль, если у тебя там что-то было в прошлых отношениях, давай мы это обсудим. Я хочу, чтобы ты понимала, что вот то, что у тебя там было с твоим бывшим, это никак не касается меня лично. Вот давай мы это с тобой обсудим, чтобы ты закрыла для себя вот эту больную тему. Я тебе озвучу, как я это вижу, ты мне озвучишь, как ты это видишь. Мы проговорим с тобой, что тебя пугает. Я тебе расскажу вот свою точку зрения на это. Здесь женщина адекватная во втором варианте. Но боязливая, потому что было много негатива в прошлых отношениях. Поэтому, ребят, здесь нужно, чтобы вы были максимально искренними, открытыми, не боялись говорить на вот такие щепетильные, эмоционально-душевные темы. И здесь эти отношения можно вывести на уровень классных отношений, на перспективу, потому что женщина здесь хочет семьи. Но она здесь очень такая одичавшая и перепуганная, потому что было много негатива с бывшим мужчиной. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя замалчивать. Здесь наоборот нужно все это проговаривать. Оля, мне показалось, что ты боишься там того-то и того-то. Хочешь, мы с тобой на эту тему поговорим? Ну, как бы я вам свои варианты сказала, да, а вы там своими словами уже будете говорить. Ну, вот так вот, двоечки, вот такой был ваш вариант. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Кому необходима помощь, поддержка, личное гадание, консультация психолога, обращайтесь ко мне. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Всем хорошего настроения и всем пока.